В маленькой, утопающей в зелени деревушке, живущей в мире простоты и труда, жил пожилой человек по имени Илья Сергеевич. Это было чудесное место, где каждый дом имел свою историю, а каждый житель был частью большой и дружной семьи. Густые леса окружали деревню, создавая своенравный, но прекрасно сбалансированный экосистему. Утренние туманы окутывали холмы, а вечерние закаты заливали небосвод яркими красками, как будто художник расписывал мир каждый день. Илья был известен всем как добрый и отзывчивый человек. Его улыбка могла растопить даже самые холодные сердца. Он был человеком, который всегда находил время для раздумий и рассказов. Его плутовские истории о далеких землях и приключениях завораживали детей, а взрослые слушали его, высоко ценя его мудрость. На его собраниях у костра собирались местные жители, чтобы насладиться чашечкой чая с медом и услышать очередную интересную историю. Но с годами следы времени стали заметными, и жизнь Ильи изменилась. У него была любимая супруга, с которой он прожил долгие годы. Их любовь была светом в их жизни, помогающим преодолевать любые трудности. Они вместе выросли, вместе работали на земле и воспитывали детей, которые позже вырастили свои семьи и уехали в большие города в поисках лучшей жизни. Но, к сожалению, с уходом детей дом стал холодным и пустым. А еще больше горечи причинила ему потеря любимой жены, которую он любил всей своей душой. После ее смерти Илья оставался одиноким. Сердце его было разбито, и душа его тосковала. Он часто сидел у окна, высоко поднимая взгляд к небу в поисках той же звезды, которая когда-то освещала их общий путь. Спустя время горечь потери начала смешиваться с одиночеством. Постепенно он стал все больше замыкаться в себе, предпочитая громкие и шумные вечера тишине своего дома. Дни превращались в недели, а недели в месяцы. Финансовые трудности также не заставили себя ждать. Жизнь после смерти супруги изменилась, и чтобы погасить медицинские долги, которые накопились за последние месяцы жизни жены, ему пришлось взять кредит. Сердце его сжималось от страха, думая о том, как он теперь должен будет справляться с обязательствами. Самообладание, которое когда-то было его сильной стороной, начало рушиться. Илья чувствовал, что если не сможет расплатиться, его ждет то, чего он так боялся. Его дом, где он когда-то был так счастлив, будет забран. Наступили трудные времена. Каждый раз, когда телефон звонил или кто-то стучался в дверь, его сердце начинало колотиться, он не знал, что ждет его за порогом. Коллекторы начали беспокоить его все больше и больше. Он не открывал дверь никому, предпочитая прятаться в старом кресле, за всем своим добром, размышляя о жизни, о том, как быстро все может измениться. Его единственным собеседником становилась старая кошка по имени Маша, которая, как и он, оказалась забытой и оставленной. Она вернулась в его жизнь, когда была еще котенком, и с тех пор они стали неразлучными. Каждый вечер они вдвоем сидели на диване, обнявшись, читая старые книги, полные увлекательных рассказов об убывающих звездах и смехе, о крепкой дружбе. Они не говорили, но понимали друг друга без слов. Однажды, в мрачный вечер, когда дождь лил как из ведра, и ветер завывал, как будто сам природа скорбела по утраченной любви Ильи, раздался стук в дверь. Он, как обычно, затаился в тени своего дома, ожидая, пока уйдут. Мужские голоса вызывали тревогу. Это снова были коллекторы. Они касались двери с такой силой, будто пытались сломать ее, требуя, чтобы старик открыл, угрожая расплатой, если он не выполнит свои обязательства. Внезапно, как если бы на его зов отозвался кто-то свыше, за окном послышался далекий вой. Это был вой, полный страсти и головокружительного смятения, как будто сама ночь призывала встать на защиту старика. Илья, ошеломленный, приоткрыл занавеску и увидел, как из леса к его дому
стремительно двигалась огромная серебристая фигура. Волк. Это было невероятно. Он никогда в жизни не видел таких красивых и сильных существ. Атмосфера вокруг волка была наполнена мощной аурой, как будто он был способен покрыть мир своим могуществом. В то мгновение, когда волк приблизился к его дому, он заметил, что страх, который на этот день сжимал его сердце, начал улетучиваться. Страх начал рассеиваться по мере того, как волк с решимостью знал, что делать. Словно плотность обыденности в его жизни была разорвана. Волк, обладая невероятной силой и грацией, с глухим рычанием метнулся к коллекторов. Они в ужасе рассыпались по двору, теряя оставшиеся минуты смелости. В этом моменте Илья, придавая себе силы, открыл дверь. Он крикнул: «Уходите! Вы не имеете права здесь находиться!» Его голос, хоть и ломкий, звучал с полной решимостью. Услышав это, коллекторы быстрым шагом покинули его участок, зная, что кроме денег здесь стоит нечто большее, нечто, чего они не могли понять. Илья не мог поверить своим глазам. Волк защитил его. Это было чудо, о котором он мог лишь мечтать. Он остался в смятении, когда вечер стал спокойным, а вокруг вновь воцарилась тишина. С этого момента жизнь Ильи изменилась. Во-первых, он стал чувствовать себя заново. Этот инстинктивный защитник дал ему силы думать о новых возможностях. Он не понимал, откуда пришел волк и что он собирается делать дальше, но в нем пробудилась надежда, о которой он уже почти забыл. Он начал больше гулять и проводить время на свежем воздухе, ведь волк стал символом его новой жизни. Каждый раз, когда он выходил из дома, он искал своего защитника, надеясь вновь увидеть его. Погружаться в природу стало для него лечением. Он замечал, как пробуждаются цветы, как лепестки распускаются, как мир вокруг наполняется звуками, которые долгое время оставались глухи для его ушей. Спустя несколько недель после этого вечера в его жизни произошли удивительные изменения. На его пороге начали появляться добрые люди. Соседи, вспомнив о том, как когда-то заботился о всех, начали предлагать помощь в любых работах. Илья, хоть и со смущением, начал принимать их помощь, и каждый раз, когда кто-то приходил, он чувствовал, что его одиночество понемногу уходит. Это было похоже на чудо, как будто волк придавал ему сил, чтобы повернуться к жизни лицом. Одной осенней субботы, когда листья опадали с деревьев, оставляя за собой датские краски, Илья решил, что пришло время отпраздновать свою новую жизнь. Он организовал небольшой вечер у себя дома, куда пригласил всех соседей, к которым успел привыкнуть за последние несколько недель. Он решил приготовить традиционный пирог с начинкой из яблок, в которых всегда было немного корицы и мужества, а также испечь хлеб, чтобы порадовать всех друзей. Когда они пришли, атмосфера обогрела его сердце. Смех и разговоры заполнили дом, и каждый матерный глоток домашнего чая, который Илья приготовил с душой, наполнял комнату ощущением тепла и близости. В тот вечер старый дом снова наполнился смехом и радостью. Это было похоже на воскрешение его истинного «я». Люди говорили ему о своей жизни, делились историями из прошлого и дразнили друг друга игривым образом, как это было много лет назад. В разгар вечера, когда все наслаждались друг другом, за окном раздался знакомый вой. Все замерли, слушая, как волк, казалось, звал Илью. Он устремил свой взгляд на окно и, понимая связь, которая возникла между ним и этим темным существом, бросился наружу. На улице, под лунным светом, он увидел волка, который тесно сблизился с ним. Серебристая шерсть блестела на фоне полной луны, и волк смотрел на него с понимающим и добрым взглядом. Это было как перезвон судьбы, когда Илья протянул руку, и волк подошел ближе. Они стояли, как два искателя силы и понимания, крепко соединившись. С тех пор Илья и волк стали неразлучны. Они выходили на прогулки вместе
и каждое утро начинали с того, что прогуливались по лесу, наблюдая, как сам мир пробуждается. Илья уже не был один, у него был друг, символ спасения и надежды, который всегда рядом, и понимал его лучше, чем кто-либо другой. С каждым днем их дружба только крепла. Илья научился наблюдать за поведением волка, представляя, как живется ему в лесу, в то время как волк словно постигал человеческие радости и облегчения. Это была взаимовыгодная связь, в которой они оба обретали невыразимое счастье. Однажды Илья решился на эксперимент. Он прокладывал новые пути для себя, находя вдохновение в своей дружбе с волком. Он осознал, что иногда, чтобы изменить мир, нужно просто рискнуть и довериться. Вместе они начали помогать другим жителям деревни, организуя вечерние сборища, на которых делились не только историями, но и добрыми делами. Это стало новой традицией, и каждый пятничный вечер люди собирались, чтобы помочь друг другу. С каждым новым событием, происходившим в деревне, Илья обрел новую цель в жизни. Он стал не только другом для волка, но и мостом между жителями деревни. Он начал делиться опытом, рассказывая о важности взаимопомощи в трудные времена. Люди с радостью открывали свои двери и делали все возможное, чтобы поддержать друг друга. Таким образом, стройная подмога для стариков, детей и бедных возникла здесь, в их маленьком сообществе. К будущему лету все жители деревни уже знали о волке, который стал символом защиты и дружбы. Дети восторгались им, некоторые даже приносили угощения и прогулки, стремясь заполучить его дружбу. Этот дружелюбное чудовище никогда не угрожало, а лишь добавляло тепла и света в жизнь всех вокруг. Каждый вечер, уже став известной традицией, волк приходил к Илье домой, где они делили последние часы дня, обсуждая, что произошло за день. Илья понимал, что у них появилось общее понимание людей и зверей, что давало ему вдохновение продолжать налаживать связи с другими. Дни превращались в месяцы, а мир вокруг продолжал меняться. Благодаря Илье и его волку деревня вновь обрела жизнь. Вместе они смогли создать атмосферу открытости и любви, где все чувствовали себя в безопасности и заботе. Однажды, когда Илья сидел на скамейке в парке, наблюдая, как дети играют, ему пришло в голову, что все трудности и испытания, которые он претерпел, позволили ему вырасти как личности. Он понял, что любые потери могут привести к неожиданным и познавательным открытиям. Этот урок общения с природой и сообществом стал тем самым светом, который светил ему на протяжении всех его трудностей. Он заметил, что все, что мы переживаем, каждый вздох, каждая слеза, каждое объятие любви, все это значит нам больше, чем нам кажется. Илья запомнил, что в самой тьме всегда есть искра света, той любви, которая не исчезает. А волк стал символом этого света, и его образ будет жить в веках, в памяти тех, кто испытал эту удивительную встречу. С каждым годом их жизнь становилась все ярче, и сейчас, когда Илья шел по лесу под раскидистыми деревьями, рядом неотступно следовал его самый верный друг. Он радовался вместе с волком, когда природа расцветала, и каждый взгляд навсегда оставался запечатленным в его сердце. Счастье и радость – вот что он считал настоящим богатством. Так закончилась удивительная и полная надежды история о жизни Ильи Сергеевича, о встрече с настоящей дружбой и о том, что даже в самые мрачные времена можно найти свет. Свет, что есть, всегда живет в нашей душе и в том, как мы относимся друг к другу. Эта история служит напоминанием о том, что вы с собой всегда можем принести радость, вдохновение и надежду даже в самых трудных условиях. Если эта история вам понравилась, сделайте доброе дело, поделитесь ею с другими. Пусть ваше доброе слово будет трансформировано в добрые поступки, ведь мир так нуждается в любви и понимании. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить другие чудесные зарплаты, вдохновляющие на жизнь и доброту.